Spartak. Спартак. Восстание рабов в Римской империи. Рабство лежало в основе величия Рима. Дешевая рабочая сила, завезенная с завоеванных земель, строила храмы, обрабатывала поля, развлекала толпу на аренах. Они были ничем. Их даже не считали людьми, только собственностью. Но когда миллионы лишены свободы, история не может оставаться спокойной. Уже в конце II века до нашей эры Рим столкнулся с первой волной ярости. На Сицилии, острове с тысячами рабских латифундий, вспыхнуло восстание. Его возглавил Евн, бывший раб, прорицатель и харизматик. Он собрал более 60 тысяч сторонников, организовал собственное государство и отбивался от римских легионов в течение нескольких лет. Через 30 лет Сицилия вспыхнула вновь. Новое восстание возглавил Салвий. Почти 150 тысяч мятежников заполнили остров. Рим с трудом их усмирил. Но пламя не потухло. Оно лишь ждало своего часа. И в 73 году до нашей эры огонь загорелся с новой силой. Не на Сицилии, в самом сердце Италии. И звали этот огонь Спартак. Он родился во Фракии, дикой и воинственной земле, что сегодня раскинулась на территории Болгарии. Его юность была связана с войной. По одним сведениям, он сражался в рядах фракийских отрядов, по другим – служил вспомогательным солдатом в римской армии, пока не оказался в плену. Так или иначе, судьба привела его в гладиаторскую школу города Капуя. Это был не просто тренировочный лагерь, это была тюрьма с мечами. Здесь рабов учили убивать, выживать и умирать ради зрелища. Там, в пыльных двориках Лудуса, Спартак, казалось, смирился. Но только внешне. Внутри него тлел огонь. Огонь свободы. Весной 73-го года Спартак и около 70 гладиаторов устроили побег. Вооруженные кухонными ножами и железной решимостью, они перебили охрану и скрылись. Сначала это казалось просто дерзким случаем, маленькой вспышкой. Но бунт начал разрастаться. К ним стекались рабы, крестьяне, пастухи. Все, кто устал от цепей, от поборов, от насилия. Спартак не просто принимал их, он вдохновлял. Он не называл себя царем. Он шел впереди, говорил с людьми, как с братьями, и сражался вместе с ними. Он оказался не только храбрецом, но и прирожденным стратегом. Когда отряд оказался в ловушке на склонах Везувия, Спартак придумал невозможное. Его люди сплели веревки из виноградных лоз и ночью спустились по обрыву, ударив по римлянам с тыла. После этого победа следовала за победой. К концу года под его предводительством было уже более 10 тысяч человек. А к 70-му году около 60 тысяч. Это была не просто армия, это был народ со своими семьями, с обозами, с надеждой на новую жизнь. Спартак мечтал пройти через Альпы, вернуться домой. Но не все хотели уйти. Некоторые жаждали мести. Другие видели в Италии новую родину. Он колебался. И, быть может, это колебание стало роковым. Рим не мог больше терпеть. Полководцы проигрывали один за другим. Сенат был в отчаянии. Тогда командование доверили Марку Лицинию Крассу, богатейшему человеку республики. Он подошел к делу жестко, ввел дисциплину, восстановил порядок, даже прибег к древней и страшной практике – децимации. Каждого 10-го из трусливых легионеров казнили. Красс начал загонять Спартака в ловушку. Он построил укрепленную линию через перешеек Бруттия, чтобы отрезать повстанцев от юга. Спартак пытался прорваться. Часть его армии ушла на север. Но окончательное сражение было неизбежно. Оно произошло у реки Силарио, весной, в 71 году до нашей эры. По разным оценкам, у Спартака было от 30 до 50 тысяч человек. У Красса больше. Спартак знал, что исход обречен, но он не ушел, не сбежал. Он сражался в первых рядах, пробиваясь к самому Крассу. По легенде, он погиб в бою, но его тело не нашли. 6 тысяч пленных были распяты вдоль Аппиевой дороги, от Капуи до Рима. Это был акт устрашения. Мол, так будет с каждым, кто осмелится. Но имя Спартака забыто не было. Он стал символом, легендой, голосом тех, кто не мог говорить.
олицетворением тех, кто боролся за право называться человеком. История Спартака – это не только рассказ о восстании. Это хроника боли, надежды, решимости и мужества. Это зеркало, в котором каждый век видит свое отражение. Он был рабом, но умер свободным. И, возможно, ни одна империя не может считать себя великой, если боится одного человека с мечом и мечтой. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, тебя ждет еще больше историй.